Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что произойдет, какие события в ближайшие дни, то есть совсем скоро. Давайте с вами узнаем. У нас один расклад или прогноз состоит из двух. И первое это цыганские карты, точнее цыганский старинный пасьянс, который у меня очень давно. И мы дополним картами Таро. Так что же будет? Конечно, останемся реалистами. Я специально не ограничиваю по срокам видео, потому что, ну, у каждого здесь по-своему. Я ориентируюсь даже на ваши комментарии. Но и в большинстве случаев, наверное, все события, которые с нами происходят, не имеют же каких-то четко ограниченных рамок. Или не укладываются в эти рамки, правда? Поэтому у кого-то за пару дней, у кого-то ситуация растягивается на длительный срок. Кто-то пишет, а у меня вообще ничего не совпадает. Ну и так бывает. Будем реалистами. Итак, смотрим. Смотрю я, смотрите, и вы. Прям карты торопятся что-то вам рассказать, мои дорогие близнецы. Смотрим, что же там совсем скоро. У нас коридор затмений. И приглашаю вас прочитать статьи на моем сайте, как подсказки. Не останавливаюсь на транзитах слишком долго, но помним. До 21 числа это как кульминация. Солнечное затмение, завершается коридор. И вообще сентябрь месяц ясности. Вам и самим, может быть, придется с чем-то определяться. Или, может быть, даже ну, какой-то и вопрос вы сможете решить. Все же ясность, она наступает, да. Может быть, куда-то мы и сами не пойдем, а может быть, и действительно та тема, кстати, по части дежавю, ну или какого-то вопроса, который вы долгое время либо решали, либо он вам уже знаком, да. Ну, это не есть вот прям что-то новое. Хотя я допускаю, в течение последующего периода, да даже до конца года, неожиданные известия, события, какая-то турбулентность информационная, она может быть. И у вас выпадает нож, какая-то ссора. Может быть, сложный какой-то разговор вам предстоит. А возможно, это как первое значение в самом начале, это уже случилось. И как бы событие прошло, осадочек остался. И это вы где-то обдумываете. Ладно, давайте посмотрим. Это могла быть ссора с конкретным человеком. Смотрите, образ цыганки. Ну, это, понятно, не цыганка, да? Ну, возможно, именно поэтому называется цыганский пасьянс. Прописано так: лицо. Это тот человек, персона, которого мы не знаем хорошо. Это может быть кто угодно. Это может быть официальные какие-то лица, да, если мы идем в инстанции, ну или что-то согласовываем. Это может быть и недавнее какое-то знакомство, может быть и по делу, а может быть и по личной жизни. Перекладывайте. То есть есть какая-то персона, может быть состоялся уже неприятный разговор, да, или какая-то беседа, или состоялся разговор, но как бы еще предстоит еще один. Тут вам что-то прямо по судьбе, какую-то задачу решить. Ну, скорее всего, да. Тут что-то и было. Ну, наверное, как кульминация. Есть у вас, мои дорогие близнецы, как минимум одна тема, но, видимо, такая пульсирующая, потому что еще и переживания. Опять же, это не есть то, что вот в материальном мире. Переживания– это наши эмоции. Ни к чему не приложишь, как бы, да, но, видимо, по какому-то вопросу либо не достигнуто соглашение, либо что-то еще не решено, и вы переживаете. Ладно, давайте будем смотреть дальше. Да, вы тревожитесь. То есть, видимо, и может быть на самом деле у кого-то взаимоотношения с чиновниками или с организациями на работе. Тут какая-то такая напряженка, я бы сказала, она есть. Это то, что, ну, быстро вот так не разрулишь. И поэтому, ну, знаете, иногда вот эти переживания, тревога, мечи скрещены, это именно тревога. Они ведь не говорят о том, что это есть на самом деле. Иногда, когда мы так вот впадаем в глубокую философию,
Мы себе затрудняем, ну, адекватное осознание того, что на самом деле происходит. А вам особенно нужно быть тут внимательными. И у нас Солнце в Деве– это критическое мышление. Молния. Неожиданное известие. Интересно, с чем это связано? Ну, видимо, понятно, мы разные, поэтому карты пасьянса не могут рассказать о всех. Молния, ну, смотрите, тут как будто нужно как минимум надвое делить. С одной стороны, есть такое вот совпадение, да, вот очень близко. Змея. И, может быть, это как какой-то недруг или какое-то противостояние. Чаще всего все-таки змея– это человек, который, ну, словно затаился, который вам не будет что-то в открытую говорить, а вам нужно самим просчитать, продумать, что же он думает. Может быть, и нерешенный вот как раз вопрос, это вы так чувствуете вокруг враги. Вот, кстати, я такое тоже могу допустить. Но все же, видимо, период ближайших дней или те события, которые произойдут скоро, требуют от вас, чтобы вы были предельно внимательными. Но я тут вижу, посмотрите, любовь, верность. Есть и люди, которые вас любят. Ну, или кто готов вам откликнуться, прийти на помощь, поддержку, может быть, и выручку какую-то. Вы не одни. Причем, когда лебедь выпадает, это может быть и искренняя дружба, не обязательно вот буквально любовь, но у кого-то личная жизнь. Но, может быть, некоторые вопросы не согласованы, не решены. Может быть, и сложный какой-то разговор вам еще предстоит. Может быть, кто-то из вас хочет примириться как раз. И я не могу сказать, что этого сделать нельзя. Скорее всего, когда лебедь выпадает, ну, решить какой-то спор, конфликт или проблему. Все же есть предпосылки. Но именно решить, потому что вам как будто эта ситуация, ну вот мы говорим по судьбе. Мы все сталкиваемся периодически с какими-то такими очень важными событиями в нашей жизни, когда мы должны принять такое однозначное решение. Принять бывает очень сложно. Но это нам судьба как будто пытается сказать, дальше вот дело не пойдет вот такими же методами, как прежде. Или, может быть, твоим подходом, как прежде, может быть, и образом жизни. Кстати, по поводу образа жизни. Тут ведь тоже есть такой нюанс, потому что Солнце в Деве и Марс где-то в Весах, понимаете, Уран в вашем знаке зодиака нам дает возможность, к примеру, начать здоровый образ жизни. Ну, я что тут имею в виду? Не все мы будем бегать по утрам там, да, или регулярно ходить в бассейн, но давайте сделаем какие-то первые шаги, чтобы свою жизнь сделать лучше, улучшить здоровье. Но у кого-то напрямую, если есть вот эта больная тема, как вредные привычки, в этот период, мои дорогие, нам как бы легче отказаться, понимаете? Тут еще и события словно могут подталкивать нас, заставлять пересмотреть привычный образ жизни. Но у кого-то все серьезнее. Когда книга выпадает, это у нас учреждения, какие-то инстанции и договоренности. Вот смотрите, есть как будто учреждение, организация, дальше идет либо конфликт, либо какая-то напряженка с конкретным человеком, и нам говорят, вам по судьбе просто решить этот вопрос. В какой-то ситуации вы оказались, может быть, вы, ну, где-то иногда мы по недомыслию, по неосторожности, иногда мы берем какие-то излишние обязательства на себя, ну, а где-то мы не усмотрели, вот да, подвох какой-то, на что-то согласились. Пока я с вами говорю, мои дорогие, смотрю, что у вас еще совпало, потому что крайние ряды по горизонтали и по вертикали мы можем сложить. И я не вижу больше совпадений, поэтому давайте будем прояснять то, что нам показали карты старинного пасьянса. Так что ж там прояснится-то у вас, правда? Что тут за неожиданности возможно? Ага, а ведь и правда у кого-то зависимая ситуация. Я только что об этом вскользь сказала. Но, видимо, не зря для кого-то это будет актуально.
И вы знаете, зависимости ведь разные. Зависимость от конкретного человека, от решений конкретного человека. Зависимость бывает у нас и от закона. Все же тут у нас и книга выпадает, тут и крест выпадает, да. Какая-то по судьбе, опять же, ситуация. Мы должны провести мудрое согласование, может быть, ну, кто знает, может быть, и узнать, как в отношении нас работает закон. Почему так говорю? Выпадает 15-й аркан. Это всегда соблазн, искушение, ну или зависимость. То есть мы попали в эту ситуацию, потому что мы что-то не просчитали. Или думали, были уверены, что мы поступаем правильно. Нам здесь приходится действительно что-то пересматривать. У кого-то это может быть, знаете, какой-то ляпсус даже, да, который вы совершили, потому что вы были уставшие. Уставшие люди делают ошибки, кто-то из вас очень много работает. И тогда вот этот шаблон или наша усталость, порой внутреннее эмоциональное выгорание, мы воспринимаем тоже шаблонно мир, обстоятельства. Мы не менее сконцентрированы, понимаете, в моменте здесь и сейчас. И понятно, что-то ускользает, поэтому и ошибки приходят, понимаете. Поэтому тут вот вам все равно нужно как-то менять. Даже если вы вкалываете до седьмого пота, значит, уже какая-то по судьбе ситуация достигла планки. Вы так тоже не можете, вы уже себя как будто обесточили. Поэтому подумайте. Вообще 15-й аркан дает такую, знаете, физическую активность, силу. Это карта материализма, может быть, для кого-то денежный вопрос, сложная денежная тема, которую вы будете решать. Может быть, и зависимость какая-то от денег или от конкретного человека. Но вот нужно разобраться с каким-то вопросом. И тут самое главное, знаете, не пойти ва-банк, потому что нам говорят, какая-то игра затянулась, и она начинает быть опасной. Вот двое сидят, и с удивленными лицами, я надеюсь, это видно хорошо, смотрят вот так вот на человека, который выглядит так привлекательно, по-доброму, заманчиво, причем напористо всегда, да, активно что-то или увлекает, или предлагает. И хочется и верить, и следовать, да, тому, что человек говорит. Нам тут хвостик показан, а на заднем плане вулкан. Чего-то мы не можем просчитать, поэтому искусство мелких шагов. Так что ж тут прояснится? Ну, тут какая-то игра, правда, недаром у нас жонглёр. Держите какое равновесие. Но иногда эта карта говорит о спонтанности. Может быть, вам придется куда-то поехать, отправиться. И если вдруг какая-то мысль даже, тут вообще будьте внимательны к этому периоду, к тому, что вы слышите, с кем, с чем вас сталкивает судьба. Все не происходит просто так. Для чего-то вам либо дана ситуация, либо вам для чего-то дан конкретный человек. И, понимаете, анализировать. Но это по вашей части, мои дорогие. Интеллект – это как раз ваша сильная позиция. Но по двойке пентаклей мы держим баланс. И можем также охарактеризовать вот этого лебедя, человека, который к вам хорошо относится, причем искренне. Вам словно нужно решить две проблемы. Одна – устранить либо ссору, либо какой-то прессинг, либо какую-то конфронтацию, нерешенный вопрос. И второй момент – финансы. И здесь это может совпадать. Хорошо, а что делать тогда? Давайте спросим так. Я понимаю, ситуация у каждого по-разному. Вы должны однозначно с чем-то определиться. У вас какой-то сложный выбор. Путаница. Так а что делать с этой путаницей? Королева Пентаклей. Конечно, это может быть связано с человеком, и у кого-то семейная история, глубоко личная. По королеве Пентаклей, ну, хотя я не очень привязываюсь в наших прогнозах, как к гороскопам, но, тем не менее, у кого-то страстная любовь, да, и, может быть, это персона, с которой вам, все-таки у нас 15-й аркан, это ваше где-то желание быть с этим человеком. Ну, а тут человек немножко либо сам, может быть, по себе, либо это человек вам что-то такое, может быть, и предлагает, да. Но я меньше вижу, что вам человек предлагает. Тут вам, может быть, даже и если это где-то совпадает, почему я так говорю? Тут личная жизнь может быть, поскольку королева Пентакли иногда говорит
о супружеских связях. И не важно, что у нас тут выпадает королева. Если мы просто смотрим как архетип карты. Именно какая-то история личных отношений, которая, ну, какое-то время продолжается. Которая либо это знакомство, вы уже успели какие-то договоренности установить между друг другом, да, или это длительное время, у кого-то годами, у кого-то это правда брак, или вот отношения, да, вот вроде бы есть элемент серьезности, ведь по королеве Пентакли люди надежные в основном идут. И тем не менее, предыдущие две карты говорят о каком-то конфузе, от путаницы. Это вам нужно из какого-то, опять же, продолжаем значение архетипа. Вам нужно из какого-то хаоса отстроить порядок. Вот мы спросили совет, что делать. Вот по части порядка наведения, организации жизни совершенно по-новому. Королева Пентакли – это единственная персонаж в колоде, который может это сделать, даже если приходится это делать с нуля. Для нее не проблема, ни вот эта путаница, ни вот эта пятерка Пентаклей, или когда недостаток финансовых средств, или когда нужно какие-то сложные разговоры провести, диалоги. Она умеет правильно подстроить, чтобы, или составить этот диалог, чтобы не перешел в какой-то монолог, мои дорогие. Поэтому вот договариваться, я вижу, придется. Хорошо. Ну и тогда давайте еще одну карту достанем, и потом, как знаки судьбы, 3 подсказки. Ну вот еще одну карту, к чему это идет? Вот для чего? Что это? Ну не сглупить это точно. 15-й аркан и нулевой. Вам тут, с одной стороны, карта говорит, опять же, старший аркан. Вы несколько зависите не только от ваших, ну, где-то хотелок, мои дорогие близнецы, это правда. Есть тут и люди, с которыми вы общаетесь, с которыми вам доведется общаться. Может быть, это персоны какие-то, да, которые вышестоящие организации, руководители или чиновники, представители власти, законной власти, да, тут вот такое тоже я допускаю. И тогда, понятно, нужно понимать, что мы говорим, что мы делаем, нам нужно отвечать за свои слова, потому что нулевой аркан, мы не можем действовать бездумно, иначе мы себе явно не поможем. Но вот я сказала, отстроить благополучие с нуля, как новый жизненный этап, к чему все идет. Но вот это все идет к новому жизненному этапу. Нам ведь не говорят, что это, но еще предстоит решить массу каких-то вопросов. Вот теперь давайте знаки судьбы. 3 подсказки. Первая подсказка для близнецов. Сила. А ведь, слушайте, может быть, правда, у кого-то желание быть с конкретным человеком, притяжение. Я тогда не могу сказать, что, если это касается, к примеру, это часто как карта женской силы, это к вам, может быть, мои дорогие девочки, такое особенное притяжение. Хотя, мои дорогие мужчины, это ваша женщина какая-то или персона, которая вам очень интересна. Может быть и желание страстное, почему нет? Притягательные люди. Но примите во внимание, что это сильные тоже люди. Вот характеризует карта все-таки сила, да? Нам говорит о том, что, ну, тут не получится под себя прогнуть человека. Человек самодостаточный, потому что есть и планы, есть и какие-то мечты, устремления, цели. Или, если вопрос стоит какой-то серьезный с подобным человеком, ну, тогда договариваться, мои дорогие, придется. Карта, безусловно, говорит, что сил у вас хватит. И вторая, или наоборот, первая, самое главное, подсказка или как знак судьбы, особенная дипломатия какая-то или особенное внимание ко всему, что вы слышите, видите. Вам нужно правильно провзаимодействовать, правильно выстроить диалоги, не отталкиваться от того, что вы хотите, или от вашего видения. Здесь себя придется и защищать все-таки. От вас еще такая подсказка. Не должна исходить какая-то агрессия, понимаете, или явная заинтересованность, как по 15-му аркану. То есть вот будьте дипломатами в квадрате, наверное, так и хочется сказать. И вот такая подсказка. Тогда вы сложный вопрос даже можете решить. Тот, который вам на какой-то период времени кажется патовым.
Ладно, вторая. Подсказка, второй знак судьбы. Главное не хандрить. У вас закончится какой-то бесконечный дождь или какая-то пауза, но она создалась совершенно не случайно. Вам действительно приходится менять самих себя. У кого-то более глобально изменить мышление, свое мировоззрение. Иначе мы не увидим возможности. Нам возможности приходят, но совсем не с той стороны, откуда мы это ждем. Человек показан, вот смотрит на 3 пустых кубка. Вот мы смотрим в прошлое, которое уже все случилось, произошло. Я об этом говорила, что, скорее всего, какая-то ситуация не нова. И вы знаете, тут ведь у нас планетарно такой период, правда, прочитайте на моем сайте статьи на сентябрь, ну, у меня там много разных статей. Вы найдете интересную информацию, в том числе статьи по психологии. Я думаю, некоторые подсказки, как выйти из создавшегося положения, у вас их как будет больше. Так вот, нам может судьба создать некоторое дежавю по тем событиям, которые для нас не новинка, то, что происходило предыдущие 2 года, и, может быть, даже квинтэссенция вот этих 2 лет или какие-то события, которые развились, я могу даже такое допустить, что молниеносно, быстро, как-то для вас совершенно вас застали врасплох. Это то, что было летом, или в конце мая и вплоть до конца, до последних чисел августа. И, ну, не вспоминай ты былое, тебе это не поможет. Уже теперь на берегу нужно решать какую-то другую ситуацию. Вам это может мешать. Ну, какой еще знак судьбы? Выбор нужно сделать. Я тут вижу, мои дорогие близнецы, вся проблема в том, что вам как будто сложно делать выбор. А он может быть только один. Слушайте подсказки собственной души, собственной интуиции. Может быть такая непростая ситуация, когда мало что выбор нужно сделать, а потом еще и марку какую-то держать, то есть что-то продолжить. И это от вас требует, ну, как совершенно других действий, может быть, и образа жизни. Хорошо, давайте мы, пусть нам еще один знак судьбы, так что же делать по этому выбору? Опять нам говорят про выбор, мои дорогие, но и про согласование тоже. Старший аркан влюбленный, вы зависите от людей, от какой-то ситуации. Тут реально есть какая-то зависимость. И нельзя сглупеть. И есть, в принципе, то, что вам помогает, или кто-то вам помогает. И договариваться все равно придется. Сепарация – это иллюзия. Может быть, договариваться вот как в личной жизни с таким человеком, искать контакты, да? Или, ну, может быть, идти по той стратегии, которая для вас, ну, вот вы, видимо, что-то проанализируете, понимаете, что готовым быть к неожиданностям определенно стоит, но и идти по тому фарватеру, который вам предлагает, может быть, конкретный человек, если мы говорим, что это внешняя ситуация или люди, или учитывать, по крайней мере, какие-то факторы. Тут есть то, что вам приходится или вы вынуждены даже учитывать. По-другому тут как-то не будет, понимаете? Тут не все на 100% вы можете изменить, переломить как будто ситуацию. Дипломат там быть придется. А что еще? Подсказка. Ну, может быть, вы оказались вот в этой зависимой ситуации, потому что, да, тут, знаете, как шаг за шагом, день за днем ситуация или обстоятельства развивались. И вы где-то, ну, может быть, ослабили контроль или хватку, да, тут у кого что. Ну, больше контроль, конечно. Вы так вот негласно кто-то согласились на двойственную подвешенную ситуацию. С одной стороны, этот человек сам себя подвесил точнее, чтобы увидеть какую-то проблему с другого ракурса. Карта говорит, ее вот эту вопрос или тему, ее не решишь прежними методами. Ну и нам Эйнштейн говорил тоже, что если ты хочешь решить проблему, так вот ее невозможно решить на том же уровне, на котором она возникла. Вам тут нужно что-то переиграть. Ну а ваши-то действия какие? Не дают нам конкретно 8 жезлов. Ну,
Тут как будто отчасти и скорость вам помогает. Но это условно скорость. Для кого-то может быть, ну, к примеру, сидели, да, вот даже так возьмем банально, и обдумывали что-то свое. Вдруг вот как мысль, а мы уже сказали, мысль не приходит случайно. Какая-то идея рождается в голове или вариант, как решить ваш вопрос. Так вот, вы его не откладывайте на завтра. Прямо сейчас собрался, подпоясался, поехал. В данном случае это будет играть для вас в плюс. Потому что если вы буквально отложите на завтра, на утро, сегодня, ну, разве что сегодня ночь или поздний вечер, тогда ранним утром уже это надо делать. А если сейчас буквально день, ясный день, да, или не очень ясный, тогда вот именно теперь нужно быстро что-то в контактах соединить или поехать узнать, может быть, и юридическую информацию. Тут потому что с информацией еще связано. Тут вам может какая-то новость давать подсказки. И тогда мы много карт с вами достали. Именно, может быть, по части новости, прояснения какого-то, или то, что вам вдруг предложено, ну так вот оно, ну вам все равно приходится как будто идти на компромисс или, ну как подвинуться. Тут ведь у кого-то могут быть вопросы жилья и продажа, купля, то есть вот мы все разные. Ну, значит, смотрите, вот эти вот варианты, потому что не упустить момент, вот об этом нам говорит карта. 1000 дорог сходятся в одной точке, но это происходит в какой-то определенный момент времени. Это не будет долго, это как звезды сошлись. А потом эта конфигурация, она как будто растаяла, вот как дым, понимаете? Поэтому это требует еще и от нас самих каких-то очень, ну, таких важных решений и не промедления. Но будьте готовы к тому, что информация может быть, но и где-то перестроить свой график жизни, работы, что-то разузнавать, перемещаться, может быть, придется много в ближайшие дни. Смотрите, это карта трансформации в некоторых колодах. И мы можем с вами сказать, наш сегодняшний расклад как раз и напоминает какую-то трансформацию. Кстати, мои дорогие близнецы, у вас молния. И это вот что-то типа молнии. Ну, перекликаются, правда, карты пасьянса и Таро. Я благодарю вас, мои дорогие любимые близнецы, что вы смотрите мои видео, за ваши комментарии искренне. Потому что вот смотришь такие карты и думаешь, боже мой, ну а что ж там такое? Я ведь не знаю, не вижу. Правда, я не всегда имею время ответить, но поверьте, я каждый комментарий я читаю. Вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, мои дорогие. Подписывайтесь на мой канал. Пусть все ваши вопросы закончатся максимально с плюсом. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.